Привет! Недавно мне стало очень интересно, что смотрят наши китайские братья, и я решил немного погрузиться в вопрос видеохостингов по эрохлебной латяо-ублюдии, а теперь делюсь с вами наблюдениями. Так вот, как я понял, у китайцев куча видеоплощадок, но основных можно выделить три: Youku, Douyin и Bilibili. Youku — это стриминговая платформа с сериалами, аниме и фильмами, что-то типа нашего Кинопоиска, а еще там есть фиксики. Douyin — это местный ТикТок. Интересно было бы посидеть здесь, но, к сожалению, у меня не получилось зарегистрироваться. Просто не приходил код по номеру телефона. И хотя без регистрации можно спокойно листать ленту, без системы рекомендаций в таких местах обычно ловить нечего. И остается Bilibili, китайский YouTube, ради которого я, собственно, сегодня и вышел на связь. Не путайте китайский Bilibili с международным, потому что второй — это такой же стриминговый сервис, как Youku. А на китайском Bilibili у меня даже получилось зарегистрироваться, после чего я начал просто рандомно кликать на видосы и понял, что в плане видеоконтента китайцы однозначно впереди планеты всей. Например, первым, что меня удивило на главный, был канал, который переводчик назвал «Удивительный старый Пи». И вместо того, чтобы объяснять, что это, я лучше просто покажу. Позже, конечно, выяснилось, что они также перезаливают свое творчество и на YouTube. Также китайцам очень нравятся анимационные видосы с котами, доги и почему-то милстроем. И такого контента здесь на самом-то деле целые вагоны, ведь пока вы смотрите «Женщина перенесла 500 пластических операций, но у нее осталось лицо, человеческий фильм», китайский брат в это время уже заливает еще часы психотронной тюрьмы на сервера Великой Поднебесной. Так, китайской душе не чужды уже привычные всему миру медиагиганты, как, например, Мистер Бист, у которого здесь даже есть свой канал, или сериал «Пацаны» и существа итальянской мифологии вроде того же Тун-Тун-Тун Сахура. Да что уж там говорить, здесь можно встретить даже такого фудблогера, как Ванзай, которого китайцы перезаливают и озвучивают на родной язык. Но гораздо интереснее здесь оригинальный контент, ведь китайцы снимают и генерируют целые собственные вселенные. Так, например, можно встретить кучу видео с молочным драконом из мультика «Молочный дракон» и Сяо Ци. Изначально это просто безобидный мультик про милого дракона и его друга, но китайцы умудрились сделать с этим маскотом нечто такое. Или вот, например, один из моих любимых видосов с ним. И это совсем не потому, что мне смешно, когда бьют детей. А еще жителям Поднебесной очень нравится вселенная растений против зомби, по которой они тоже, конечно же, делают тонны нейрослопа. Но вообще, здесь есть и более живой и серьезный контент, ведь помимо брейнрота и нейрохрючева, например, есть блоги, видео по играм, стримы и даже целые фильмы и аниме, хотя это уже платный контент. Еще на Bilibili можно загружать картинки в комментарии, и порой это позволяет увидеть достаточно проклятые, но забавные вещи. И в целом вообще площадка-то достаточно хорошая, но единственная проблема — это языковой барьер, который не позволяет в полной мере насладиться китайским контентом. Хотя те же видео по Майнкрафту здесь часто можно понять и без знания китайского. Ну, или, по крайней мере, представлять, что понимаешь, и просто ловить кайф от происходящего.
嘉豪是我，我变成嘉豪了。我不信，又想坑我，这个脚是你吗？这就是我，别打啊！ Надеюсь, что однажды нейронки начнут наконец-то оправдывать взлет цен на оперативу хотя бы повсеместными переводами видео на любые языки. Тогда-то мы все сможем наконец-то с головой окунуться в культуру Китая. А пока же Билибили может послужить для русского человека хорошей платформой для деградации и простого человеческого желания посмеяться вместе с молочным драконом и посмотреть на одетую говорящую свинью. 白日梦了，求你了，就这一次好不好？就只有这一次哦，满意了吧，大变态！真的好可爱啊！喂，你干嘛？抱一个吗？ 死变态！ Вообще, я бы мог очень долго на самом деле показывать вам примеры того, что Билибили мне подсовывает, но лучше, наверное, не буду. Иначе тогда видео затянется и превратится просто в подборку мемов. Так что лучше я предложу вам лично ознакомиться с этим достоянием интернета, вдруг вы найдете что-то интересное. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр, всего вам хорошего и дай бог здоровья.